проститутка. Полный позор, понимаешь, когда мужик зарабатывает меньше бабы. Все хотят зеленый нау, зеленый нау. Игорь, я очень часто слышу цифру такую, прежде всего от женщин, что если мужчина не зарабатывает 300 тысяч рублей, то он лузер. И даже там в твою сторону смотреть не будет никто. Как вы думаете, сколько должен зарабатывать нормальный мужик? Смотри, женщина, которая вымолвила такие уста, дай бог ей силы, что если это в месяц, а в месяце, ну, условно, 30 дней, это означает, она назвала себе цену 10 тысяч в день. Она проститутка. Проститутка, которая говорит: слушай, 10 тысяч в день, и я с тобой буду выполнять твои там сексуальные похоти, прихоти, да, там, бытовые какие-то, если там, и так далее, за 10 тысяч в день. Женщина, которая так открывает рот и так говорит, она проститутка. Вы знаете, как использовать проституток, но никогда не живите, не стройте семью с проституткой. Причем проституция, я когда говорю проституция, это не значит обязательно женщина-проститутка. Я говорю, и мужчины бывают проституты. Причем, более того, мужики бывают еще более крутыми проститутами. Вот они, что называется, офигенно прагматичные проституты. Например, мужчина один приходит и говорит мне: Игорь, у меня вот женщина, мы там, Вась, она банкирша, он 500 тысяч, это у нее доход, там, плюс там, 500. Я говорю, и что? Я уже все понял. Он мне говорит, ну вот, а как, если я там вот с ней? Я говорю, ну, тебе женщина нравится или тебе ее, ну, как бы доход импонирует, что? Ну и буквально через 10-15 минут я задавал ему 2-3 вопроса, я ничего ему не говорил, я ему вопросы задавал для фокуса внимания. Он говорит, точно. Ну, я запал на некую, ну, устойчивость финансовую и так далее. То есть это не про женщину, это все. Я говорю, ну, я видел очень многие семьи, очень многие пары. Они складывались задолго до того, как, ну, у мужчины там получался какой-то, не знаю, бизнес, капитал какой-то, ну, задолго до того. И это было взаимодополняющее партнерство, и оно всегда начиналось не с каких-то вот этих назначений, цен на назначение, оно начиналось всегда с другого. Они просто шли вместе, они там, в горе и радости поддерживали друг друга, и потому у них получалось. В парах, в отношениях, все нормально, если женщина зарабатывает больше мужчины. Полный позор, понимаешь, когда мужик зарабатывает меньше бабы. Вот эти слова я слышу от кого? От придурков. От придурков, которые насмотрелись каких-то, не знаю, сериалов там вот этих про там, патриархат, там вот, ну вот каких-то там. У меня очень много знакомых, приятелей и даже друзей, у которых так. У которых, ну, женщина, ну а что за зарабатывает? Доход больше, да, то есть, ну, зарабатывает или доход, да, это никак не влияет на жизнь, проживание, потому что это в этих семьях, которые я знаю, не является, ну, вообще поводом для обсуждения. Ну, есть игра в семью, игра проживания, которая обоим, например, нравится, и там, на самом деле, ну, у кого в тактическом виде что там получается привнести в семью в финансовом плане, ну, не так сильно важно, потому что гораздо более важно тот энергетический контур, который создает танец этой пары. Это важнее. Большинство людей, которые меня окружают, такие. И абсолютное меньшинство там, где финансовый план имеет большое значение. Игорь, а вам было нормально и комфортно, если бы Екатерина, ваша супруга, зарабатывала больше вас? Ну, это же умозрительно все, мы не сможем реконструировать все, но я так думаю, ну, конечно, я бы просто увеличил в 2 раза свою филантропическую активность, ну, или, точнее, мы с Катей бы увеличили в 2 раза нашу филантропическую активность. Конечно, норм.
даже в 10 раз тоже, ну, то есть смысл такой, у нас, я подчеркиваю, у нас нету финансовых, то есть финансовые взаимоотношения не являются в базисе нашего какого-то, ну, союза. Я думаю, на него может повлиять только снижение количества денег до уровня, когда вот, ну, совокупные наши деньги, ну, не будут покрывать какие-то бытовые потребности. Почему мужчины чаще связывают свой успех с деньгами? Исторически так сложилось, традиции, культурные традиции это подкрепляют. Мужчина – добытчик. И поэтому и женщины, и мужчины в целом воспитаны так, что, ну, мужчина должен что-то приносить, желательно больше, да? А желательно вообще там много больше, чем… Вот. Потом общий воспитательный догмат, он действительно мотивирует мужчин на совершение действий. Но давление этого социального груза столь высокое, да, что некоторые мужчины, не достигнув способности или навыка это делать, ну, они оказываются как бы погребенными под прессом вот этого «ты должен». Он говорит, а я не могу, и его раздавливает в этот момент. Ты что думаешь, на меня не влияют вот эти все убежденные, значит, доносители каких-то там догматов? Тоже влияет. Они же используют все виды манипуляций, которые помимо моей воли, то есть вот минуя все мои барьеры, да, в мою голову там, собираются, и в этот мусоросборник все попадают, понимаешь? Это же все так же и на меня воздействует. Это я тут сижу, вот умничаю, думаешь, я умный, что ли? Да нет, я постоянно вот эту вот штуку тренирую, чтобы она могла справиться с той чушью, которая летит на меня извне. Постоянно. И как бы я эту штуку не тренировал, у меня постоянно она, ну, все равно пропускает ту или иную дозу этой чуши. Достойный уровень жизни определяет только сам человек. Этот достойный уровень жизни, достоинства человека произрастает изнутри на тот размер, на который сам человек определил. Это все, что нужно знать о себе. И тогда любое внешнее проявление, любые заявления, слушай, фемок, не фемок, кого угодно. Слушай, ну это просто этот шум, как вот листва шелестит в лесу. Это очень важно знать современным мужчинам и женщинам. Это фактически то, что внутри создает жизненный каркас. Внутреннее достоинство определяется только то, как человек сам решил. И всегда изнутри.